Вы когда-нибудь видели, как человек с лицом каменной жопы методично разваливает страну, и его за это еще называют великим стратегом? Добро пожаловать в Россию имени Владимира Путина. За последние 11 лет, с того момента, как он решил захватить кусок суверенной независимой Украины, он превратил богатейшую страну в геополитический сортир. Сегодня разберем, как именно он это сделал и почему он все никак не угомонится. Привет, ты на канале «Утилизатор реальности», месте, где пафосные и гнилые фасады политического маразма отправляются в переработку без права на реставрацию. Сегодня у нас на столе главный экспонат геополитического музея абсурда. Владимир Владимирович – человек, который по паспорту – президент, по факту – долбодятел с ядерным чемоданчиком. В этом выпуске разберем, что произошло с Россией с начала 2014 по осень 2025. Как там сейчас поживает их экономика, демография, армия, законы, бизнес, все, что он успел угробить. Мы аккуратно разберем по слоям. А в конце сделаем вывод, почему эта комедия продолжается и кому все это до сих пор выгодно. Поехали! Начнем с экономики. В 2013 году экономика России еще пыжилась изображать развивающуюся. ВВП почти 2,3 триллиона долларов. Рубль по 32 за доллар. Инвесторы, кредиты, нефть вкачивается, будто бы вполне себе хорошо. А потом пришел 2014. Крым наш, санкции, бегство капиталов. И вот уже ВВП сдулся на треть. Рубль пошел гулять по 80 за доллар. Инфляция двузначная, как у гениальных африканских правителей. 2022 год. Вторая серия геостратегического долбизма. Полномасштабная война, изоляция, эмбарго, уход международных компаний. 2024. Вроде бы рост плюс 4% к ВВП. Но это не экономика, это тупо накачка деньгами военного сектора. В реальности Центробанк херачит ставку до 21%. Инфляция снова жрет зарплаты. Реальные доходы стагнируют. Заводы работают далеко не на полную мощность. К 2025 году ВВП снова примерно как в 2013. То есть за 11 лет ровно никуя. Путин обнулил не только сроки, но и экономику. Из страны с нефтедолларами и потенциалом сделал стагнирующий автократский рынок, где даже микрокредит – это уже событие. Развитие? Да, но задом наперед. Ну или как у них там любят говорить, отрицательное. Продолжаем? Тогда давайте про демографию. Когда власть рассказывает тебе про духовные скрепы и традиционные ценности, но при этом страна вымирает, это не политика, это коллективное самоубийство под флагом идиотизма. В 2014 году в России родилось почти 2 миллиона детей. В 2024 чуть больше миллиона. В 2025 абсолютный антирекорд, рождаемость ниже, чем в разваливающемся Союзе в начале 90-х. За эти годы население сократилось примерно на 2 миллиона. И это не считая тех, кого выдернули с мобилизации в мясорубку или кто слинял за границу. 800 тысяч только за 22-23 год уехали. Образованные, молодые, платежеспособные. Зато остались те, кто смотрит телевизор и ждет, когда Запад развалится. Путин гордится, что спас Россию от геев, но не замечает, что спасти ее от вымирания он не смог. Потому что с геями он воюет, а с демографией сдался. В итоге получаем нацию стариков, депрессий и пустых роддомов. За все хорошее, конечно, но без будущего. Ну что, будем переходить потихоньку к более насущному, к ситуации в армии. Российская армия за эти годы превратилась из второй в мире в тотальнейший абсурдный мем. Триллионы рублей вваливали в нее годами. А результат? Колонны сгоревших танков, мобилизованные, без формы и аптечек, генералы с квартирами в Ницце и отчеты о взятии села размером в 3 хаты. Мобилизация 2022 года – это вообще отдельный жанр ужаса. Людей хватали на улицах, вручали повестки возле метро, после чего хоронили под табличкой «Погиб героически». А тех, кто уехал, называли предателями. За это время Россия потеряла уже более 1 миллиона бойцов, десятки тысяч единиц техники,
и остатки репутации. Система аналогов нет оказалась чисто ритуальной, на кладбищах. И теперь армия живет по новому принципу. Мы не отступаем, мы просто производим перегруппировку. В гробах. Парадокс в том, что на войне Путин воюет не столько с Украиной, сколько с реальностью. И, как обычно, проигрывает обеим. Если бы глупость можно было патентовать, Россия бы уже давно жила на роялти с этого. За последние годы власть ухитрилась превратить уголовный кодекс в стендап. За «нету песни» – штраф, за лайк – суд, за фразу «нет войне» – уголовка. Freedom House оценил страну в 13 баллов из 100 по уровню свободы. Это не рейтинг, это эпитафия. Запрещено все, что не восхваляет бункер. ЛГБТ-экстремисты, YouTube, угроза национальной безопасности, Мета, террористическая организация. При этом депутатский цирк клепает законы с таким вдохновением, будто соревнуются, кто быстрее сожжет Конституцию. Даже малый бизнес теперь под прицелом. Новые налоги, отмена льгот, штрафы за непатриотичное поведение. Власти реально решили, если экономика не растет, добей ее законом. А кто не согласен, тем объяснят силовики. Дубинками, бутылками, швабрами. В стране, где анекдот о президенте опаснее взятки, право стало инструментом тупой и бессмысленной расправы. Это уже не государство, это комедийная тюрьма. И чем дольше живешь в ней, тем труднее понять, где заканчивается реальность и начинается КВН имени ФСБ. И если российская экономика уже по сути труп, то бизнес в России сейчас – это ногти, которые еще немного продолжают расти по инерции. К 2025 году пятая часть всех компаний работает на грани. Прибыли нет, долги жрут все. Банкиры пытаются улыбаться, но внутри у них уже тотальный ипотечный ад и корпоративная паника. У РЖД расходы по кредитам растут на миллиарды долларов. У МТС прибыль упала почти на 90%. У промышленников стопка долговых расписок выше, чем башня Федерации. Инвестиций извне нет вообще. Китай кидает подачки, Индия прекратила покупать нефть, а остальной мир просто вычеркнул Россию из бизнес-карты мира. Даже рублевый долг уже не спасает. Рефинансировать нечем. Ставка конская, рынки дохлые. Путинская стабильность превратилась в идеальный шторм, где одни не могут выплатить, другие не могут одолжить, а третьи просто не могут понять, зачем все это продолжается. И, конечно, виноват не режим, а недружественные страны. То есть, когда ты сам спалил дом, виновата не твоя спичка, а ветер с запада. Вот и весь итог 25 лет путинского безумия. Страна, которая могла стать азиатским тигром, стала гигантским филиалом Белоруссии с ядерной кнопкой и курсом валюты уровня рынок у Ашота. Путин обещал вставание с колен, а встал только курс доллара. Обещал духовные скрепы, а скрепили они лишь крышку гроба экономики. За эти годы Россия не прорвалась ни в технологии, ни в медицину, ни в образование. Все, что реально выросло, это цены, цензура и кладбища. И если раньше страна хоть как-то напоминала систему, то теперь это токсичный микс из Северной Кореи, Ирана и подворотни из 90-х. Так что Путин ваш – это не диктатор, не стратег и даже не тиран. Это провинциальный менеджер, случайно дорвавшийся до власти и решивший, что вселенная вращается вокруг его кресла. С его политикой можно выиграть разве что премию Дарвина за вклад в естественное вымирание собственной страны. Вот так и живем, в эпоху, где ложь стала государственной валютой, а правда – уголовкой. Но реальность не спрячешь даже за 5 слоями пропаганды. Страна деградирует, элиты гниют, народ вымирает, а бункерный дед все еще верит, что управляет великой державой. На самом деле он просто главный утилизатор собственной страны и делает это лучше всех. Если тебе не по кайфу смотреть, как все это говно переливается из Кремля в уши миллионам, ставь лайк, пиши свои мысли в комментах и обязательно поделись этим видео с парой своих друзей, у которых еще сохранилась способность мыслить здраво. Подписывайся на канал, включай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И если хочешь реально помочь, можешь поддержать нас донатом или стать спонсором канала. Все реквизиты будут в описании под роликом. А с вами был Утилизатор реальности. Быть добру и до встречи в следующем выпуске.